Дорогие мои зрители, вот и пришел этот день. Самое главное видео на канале каждый год — это, конечно же, новогоднее меню. В этом году я постаралась собрать очень оригинальные, вкусные, полезные блюда. Все меню у нас будет без майонеза, очень сбалансированное, не слишком калорийное, чтобы вы не ощущали тяжести, при этом не потратили слишком много сил и влетели в Новый год как бабочки налегке. Первая закуска — это булочки поповеры, очень классная альтернатива блинчикам. Я уверена, что все очень любят блинчики с красной рыбой на любом праздничном столе, а сегодня мы сделаем интересную презентацию. Для теста берем одно яйцо, четверть чайной ложки сахара, четверть чайной ложки соли. Смотрите, здесь у меня 2 стакана объемом 200 мл, половина стакана молока и половина стакана муки. Если вы будете измерять на весах или при помощи мерной чашки, то здесь 100 мл молока и 65 граммов муки. Перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Духовку прогреваем до температуры 200 градусов. Если у вас есть Air Fryer, то можно воспользоваться им. Выпекаем при температуре 200 градусов 15 минут, потом ее снижаем до 170-180 градусов и выпекаем еще 10-15 минут. Обязательно полностью нужно, чтобы они приготовились, потому что если булочки не допечь, то при остывании они осядут. Также берем лосось или форель малосольную. Я засаливала самостоятельно, оставлю обязательно ссылку на рецепт. Всегда делаю самостоятельно, так вкуснее, намного дешевле и, конечно же, полезнее, потому что вы знаете, что вы использовали для засолки рыбы. Теперь стараемся тонко нарезать рыбу. Чем тоньше мы нарежем, тем проще нам будет ее сворачивать. Кстати, совсем забыла сказать, здесь у меня 170 грамм красной рыбы. Теперь берем каждый кусочек и сворачиваем в виде розочки. На каждую розочку я беру 2 кусочка рыбы. Вот такая она получается уже более полная, красивая. Берем формочки для маффинов и каждую смазываем растительным маслом. Можно взять вот такие бумажные, как у меня, или можно общую цельную форму с углублениями с антипригарным покрытием. Тесто снова перемешиваем и разливаем по формочкам. Постепенно, чтобы у нас в каждой формочке было приблизительно одинаковое количество теста. Духовку уже прогреваем до температуры 200 градусов. На остывшие булочки выкладываем сливочный сыр Альметте или Филадельфия. Где-то 1 чайная ложка на 1 булочку. Такая большая чайная ложка с горкой, так скажем. В качестве украшения беру немножко зеленой цибульки и ставим сюда нашу прекрасную розочку. Посмотрите, какая у нас оригинальная закуска вместо блинчиков с красной рыбой. Эти булочки, они очень вкусные, тесто даже вкуснее, чем на блинчики, поэтому я советую вам обязательно попробовать. Делается быстро, просто, вам не нужно долго выпекать блинчики, вы просто делаете тесто, в духовку ставите, и там уже духовка все делает вместо вас. Посмотрите, какая красивая, нарядная получилась закуска. Готовится быстро, просто, выглядит, очень празднично и нарядно. Следующая закуска — рождественский венок. Для этого берем тонко нарезанный хлеб. Я взяла вот такой вот багет по типу чиабатты, и нужно нам его подсушить до румяного состояния. Я это буду делать в аирфрайере при температуре 200 градусов где-то 5-7 минут. Можно сделать в духовке. Или можно подсушить на сковородке. Но быстрее всего и проще мне сделать в аирфрайере. Берем 2 шарика моцареллы и тоненько их нарезаем. Хлеб подрумянился, каждый кусочек натираю зубчиком чеснока. Кто больше, кто меньше чеснока использует, все как вы хотите. Я думаю, мне хватит 1 зубчика на все 12 кусочков хлеба.
Также здесь у меня 200 граммов помидоров черри. Я тоже их буду запекать в аирфрайере при температуре 220 градусов где-то 8-10 минут, чтобы они у меня подрумянились. Конечно, можно использовать свежие помидоры, и свежих вам понадобится чуть меньше, потому что сейчас они у меня уменьшатся в объеме, но запеченные помидоры черри очень вкусные. Берем круглое или овальное блюдо, на котором будем подавать эту закуску, и выкладываем немножко рукколы. Это по желанию, просто мне кажется, что руккола хорошо имитирует елку. Сверху выкладываю кусочки хлеба. На хлеб выкладываем моцарелку. Берем где-то 10-15 граммов хамона и такими маленькими кусочками выкладываем сверху на сыр. Запеченные помидоры перчим немножко и солим. И выкладываем помидоры. Если вы будете использовать свежие, то лучше их разрезать пополам. Ну и, конечно же, сюда идеально подойдет базилик. Берем листики и вставляем их вот так вот. Посмотрите, как красиво. И это у нас красное, зеленое, белое. Флаг Италии и, конечно же, самое классическое сочетание базилик, моцарелла с помидором. Если есть, то можно добавить вот так вот капли бальзамического крема. Посмотрите, как это выглядит красиво очень. А теперь давайте приготовим вкуснейший пирог с изысканным сочетанием груши и камамбера. Здесь у меня 250 граммов бездрожжевого слоеного теста. Квадрат размером 30 на 30 сантиметров. Вы можете сделать прямоугольник другого размера. У меня здесь одна крупная груша. Достаем середину, вырезаем. Нарезаем на тонкие слайсы. И берем сыр камамбер, 120 граммов, тоже его тоненько нарезаем. У меня здесь большая шайба размером 250, то есть не размером, а весом 250 граммов, поэтому я нарезаю половину. Выкладываем ряд груши. И теперь ряд камамбера. Снова ряд груши. Снова ряд камамбера. И таким образом до конца пирога выкладываем, чередуя. Духовка прогрета до температуры 220 градусов. Я беру немножко грецких орехов и измельчаю их. Смазываю края желтком с 1 чайной ложкой молока. Выпекаем пирог 15-18 минут при температуре 220 градусов до красивого румяного цвета. Орехами я буду посыпать за 5 минут до готовности, чтобы они не сгорели. Посыпаю орехами и ставим в духовку еще на 5-8 минут. Вот такой простой вкуснейший пирог у нас получился. Для следующей закуски нам нужно запечь 2 перца. Я взяла желтый и красный. Запекать я буду в аирфрайере 15 минут при температуре 210 градусов. Если вы будете запекать в духовке, то на это уйдет больше времени. Просто смотрите, чтобы перцы стали мягкими. Запеченные перцы перекладываем в миску, накрываем крышкой и оставляем так на 10-15 минут, чтобы нам потом было легко очистить их от кожицы. Мелко нарезаем немножко петрушки. Также мелко нарубим 20 граммов грецких орехов. Мелко нарезаем маленький зубчик чеснока. Здесь у меня 100 граммов мягкого козьего сыра и 50 граммов сливочного сыра по типу Филадельфия или Альметте. Все вместе перемешиваю. Вы можете взять только сливочный сыр Альметте или только козий сыр. Можно взять любой молодой сыр, даже творог. И сюда добавляю орехи, петрушку и чеснок. Все это перемешиваем.
с нашими ароматными добавочками. И теперь снимаем кожицу, когда перцы распарились. Если она где-то не отходит, то ничего страшного, пусть остается. Слишком сильно не усердствуйте, просто снимаем, чтобы закуска выглядела аккуратнее. Вообще, когда я делаю запеченные перцы, я зачастую эту кожицу вообще всегда оставляю, потому что мне нравится. Она и вкус придает, и текстуру. Но в этой закуске лучше немножко очистить. Теперь нам нужно очистить перец от семян и плодоножки. Посмотрите, сколько в нем очень вкусного сока, но, к сожалению, в этой закуске он нам не понадобится. Перец немножко промакиваю при помощи бумажных полотенец, чтобы убрать излишнюю влагу. Выкладываем часть начинки и сворачиваем в рулетик. И так сворачиваем каждый рулетик. Каждый рулет разрезаем на 2 или 3 части. После каждого среза протираем нож, чтобы у нас был аккуратный срез. Посмотрите на эти мясистые рулетики. Одна польза в них и как они красиво выглядят. То, что нужно зимой. Яркие, насыщенные краски. И при этом ваш желудок скажет вам огромное спасибо за такие легкие закуски. Следующий рецепт — это порционные суши. Для них я сварила рис. Рис я брала специальный для суши, но вы можете взять круглозернистый, 150 граммов и 200 граммов воды. Даем закипеть на сильном огне, тогда убавляем огонь до минимума и варим 15 минут под закрытой крышкой. Крышку не открываем, оставляем еще на 15 минут, но уже просто постоять, чтобы он у нас точно приготовился. Для соуса я беру 2 чайные ложки рисового уксуса, вы можете взять яблочный уксус, половину чайной ложки сахара и четверть чайной ложки соли. Перемешиваем, чтобы сахар и соль растворились, можете дать постоять соусу и тогда добавляем его в рис. Добавляем соус к рису, все перемешиваем и даем рису остыть. Берем 2 листа нори и нарезаем их на мелкие кубики. Берем 150 граммов огурца и нарезаем на кубики. Если у вас здесь слишком сочная серединка, то можно ее вырезать. И также, если кожица очень плотная, то можно очистить огурец от кожицы. Два маленьких авокадо или 1 большой нарезаем тоже на кубики. Если авокадо спелый, то посмотрите, как легко отходит кожица. Не нужно ничего придумывать. Авокадо нарезайте уже непосредственно перед тем, как вы будете собирать закуску, чтобы оно не темнело. Можно вообще авокадо сделать последним слоем и выложить его уже, когда вы будете прям ставить на стол наши порционные суши. Выкладываем рис. Сначала я выкладываю по столовой ложке, потом буду добавлять еще, когда увижу, сколько идет расход. Дальше водоросли нори. Сверху выкладываем сливочный сыр, Филадельфия или Альмета, что найдете в магазине. Я купила баночку большую, и она у меня идет, как видите, уже на 3-й рецепт. Теперь огурец. Отдельно к этой закуске обязательно подавайте соевый соус. Также можно и васаби поставить. Если есть маринованный имбирь, тоже прекрасно подойдет, потому что по сути это у нас суши, только вот такой порционной интересной подачи. Авокадо. Видите, я уже выкладываю авокадо последним слоем, предпоследним слоем, чтобы вдруг что, вы делаете заготовки все, и потом уже в самую последнюю очередь нарезаете авокадо и выкладываете, и сразу подаете на стол, чтобы оно у вас не стояло. То есть заранее не делайте этот салат. Здесь у меня 18 креветок, на каждую порцию по 3 штуки. Я беру вот так, разрезаю, чтобы было удобнее потом есть, но выкладываю в виде
целой креветки. Вот так. На нашем канале уже очень много всяких разных меню. Я каждый год готовлюсь к Новому году, ищу классные рецепты, пробую, экспериментирую, и потом мы делаем меню. Все ссылки на прошлогоднее меню я обязательно оставлю. Смотрите, там просто куча класснейших идей, поверьте. Вы что-то себе да и найдете. Посмотрите, как замечательно вышло, так свежо, ярко, красиво. Это точно супер полезно для всех, потому что здесь у нас креветочки, авокадо, огурец, нори, рис. Это очень вкусно и понравится всем. Ну что ж, приступаем к основному блюду. Сегодня это у нас будет красная рыба, а именно у меня семга. Все очень просто. Делаем медальоны из красной рыбы. У меня 2 стейка общим весом 400 граммов. Аккуратно обрезаю ребра. Идем по ребрам. Нож у нас хорошо наточен. И здесь вот с краю тоже есть косточки. Их я тоже срезаю. Идем максимально близко к костям рыбы, чтобы у нас побольше мяса осталось и меньше срезать. Все эти остатки, конечно же, используем для рыбного супа. Пальцами нащупываем, подрезаем где нужно, и смотрите, здесь она у нас чик и отходит. Все. Здесь есть ряд костей, вы их нащупаете пальцами, и потом вот можно без проблем убрать при помощи пинцета. Видите, какие они длинные. Здесь с края нужно нам подрезать кожу. Стараемся идти очень близко к самой коже, чтобы у нас осталось побольше мяса. Именно, посмотрите, как идеально получилось, кожа чистая. Все то же самое делаем с другим куском рыбы. Аккуратно идем вдоль ребер и снова подрезаем кожу. Сильно натягиваем и идем вдоль. Посмотрите, чистенько как получилось. Теперь удаляем все кости при помощи пинцета. Для аромата натираем цедру лимона, только желтую его часть, совсем немножко. Черный перец и соль. Теперь скручиваем в медальон. Сейчас я вам покажу как. Вот эту часть сюда. И так как бы рыба обнимает себя. Вот так. И вторая часть. Рыба от луски у меня тоже почищена. Фиксируем при помощи пищевой нитки. Все, можно завязать уже узел. Немножко сдавливаю, стягиваю. И второй. Несколько оборотов. Стягиваем. Вот такие медальоны у нас готовы. Берем 3 зубчика чеснока и мелко их нарубим. И здесь у меня 150 граммов помидоров черри. Я их разрезаю на половинки. На сковородку немного выливаю растительного масла. У меня оливковое. Сковородка уже прогрета. Выкладываю сюда медальоны из рыбы. И с каждой стороны обжариваем по 2-3 минуты. У меня стейк толстый, поэтому я подождала 3 минутки. И теперь переворачиваю. Еще через 3 минуты снимаем на отдельное блюдо. На сковородке обжариваем чеснок где-то 1 минуту. Добавляем сюда помидоры и обжариваем 2-3 минуты.
Тем временем мелко нарежем немножко петрушки. Помидоры немножко подсаливаем. Вливаем сюда 150 граммов сливок. У меня сливки жирные, 33%. Можете взять 20%. И теперь даем этому всему поготовиться немножко. Обрезаем нитку, снимаем ее. Перекладываю рыбу в сливки. И все вместе протушим еще 5 минут. Берем медальон рыбный, выкладываем на блюдо для подачи по центру. В соус добавляем немножко петрушки и вокруг выкладываю соус с помидорами. Вот такая у нас роскошная рыба в сливках. Вы только посмотрите на эту роскошную рыбу. Она однозначно идеально подходит для новогоднего стола и для любого праздничного стола тоже. Можно сделать стейки потоньше, и тогда у вас получится 4 порции. Теперь давайте сделаем картошку гратен. Для этого берем килограмм картофеля и нарезаем его максимально тонко. Картофель подсаливаем. Количество соли регулируйте по вкусу. Также оно зависит от солености сыра, который вы будете использовать. Хорошо перемешиваем и оставляем картофель на 10 минут, чтобы он пустил сок, а мы тем временем займемся другими ингредиентами. На мелкой терке натираем 3-4 зубчика чеснока. На крупной терке натираю 150 граммов сыра. У меня это сыр Эмменталь, потому что я прочитала, что для гратена нужен сыр грюйер или эмменталь. Но вы можете взять абсолютно любой, который вы любите и который хорошо плавится. Добавляем натертый сыр сразу в картофель. Сюда же чеснок. Для аромата добавляю щепотку мускатного ореха, не слишком много. Черный молотый перец по вкусу. И вливаю сюда 200 мл сливок. У меня сливки жирные 33%, можно взять 20%. Теперь это все хорошо перемешиваем. Проще всего сделать это вручную. Берем форму и хорошо смазываем ее сливочным маслом. И теперь вот так выкладываю картошку. Вместе с сыром берем. Можно так вот поднимать с дна и брать вместе со сливочками. Сверху выливаю оставшиеся сливки. Прогреваем духовку до температуры 200 градусов, картошку накрываем фольгой и ставим где-то на 40 минут. Через 40 минут начинаем пробовать. Если картофель мягкий, то снимаем фольгу, даем ему хорошо подрумяниться и достаем из духовки. Посмотрите, вот и картошечка готова. Какая красота! Звучит, пахнет умопомрачительно. Шкварчит. Чтобы сделать новогоднее меню полезнее, добавить нашему организму побольше витаминов, давайте с вами приготовим овощи-гриль. Берите любые овощи, я взяла перцы, цукини, баклажан и также немножко шампиньонов. Если гриля нет, то запекайте в духовке на максимальной температуре. Если есть функция конвекции и верхний гриль, то, конечно, можно включить. Шампики пополам и в миску. Цукини нарезаем вот так крупно, не делайте слишком тонкими, потому что он тогда горит и у вас овощи не будут сочными. Баклажан тоже нарезаю такими достаточно крупными кольцами. У перца удаляю сердцевину
Каждую половину разрезаю еще на 4 части. Овощи хорошо солю по вкусу и также добавляю растительное масло. У меня оливковое, 2 столовые ложки. Хорошо перемешиваем и оставляем где-то на 2-3 минутки. Долго не нужно, чтобы они стояли, а то они пустят сок и уже будут не такими красивыми, презентабельными. Отправляем овощи на гриль или же в духовку, готовим до мягкости. Но вы только посмотрите, какая красота! И пока овощи у нас горячие, натираю сюда 1 зубчик чеснока. Именно в конце, а не перед тем, как их обжаривать, чтобы чеснок не горел. Добавляю сюда немножко растительного масла, оливковое у меня. Перемешиваем и дадим им постоять еще 5 минут, чтобы они пропитались вкусом чеснока. Перекладываем овощи гриль на блюдо. Вы можете выложить их отдельный овощ, отдельная полосочка. Я решила перемешать, потому что мне так кажется аппетитнее. И вот смотрите, какая красота. Сейчас немножко сдвину и все готово. А на десерт новогоднюю ночь я предлагаю подать мандарины и также киви. Они кисленькие, и это как нельзя лучше будет для пищеварения. А тортиком я предлагаю насладиться 1 января. Наполеон, молочная девочка, тирамису – мои любимейшие десерты на 1 января. Ссылки на рецепты я обязательно оставлю в описании под видео. Берем мандарину и аккуратно раскрываем чуть-чуть дольки. Где-то на 1/4. Больше не надо, потому что мандарина может очень сильно раскрыться. А нам нужно слегка. В каждую мандаринку вставляем маленький виноград. Можно зеленый, можно, как у меня, красный или синий. Дальше берем киви и делаем ножом зигзаг. Нож заводим до центра киви. И раскрываем. Смотрите, какая красота. И теперь каждый вот лепесточек подрезаем. И выставляем киви в шахматном порядке между мандаринками. Вот так легко и просто у нас получится с вами отличная праздничная композиция. Между фруктами добавляю зеленый виноград. У нас получается как бы мандаринки на зеленой поляне. Посмотрите, какая красота получилась! Я получила такое удовольствие от приготовления этого новогоднего стола. Спасибо вам, дорогие мои, что вы провели с нами еще 1 год. Я очень надеюсь, что вы получили этот заряд позитивной энергии, настроились на праздничное настроение и что-то подберете себе среди этих прекрасных, красивых, полезных, таких ярких, ароматных, сочных, красивых блюд. Я с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов!